Вопрос, как живет душа после смерти, конечно, очень интригующий. Но для этого прежде надо, наверное, решить вопрос, а есть ли душа-то? И что это такое? Но если мы сейчас начнем рассуждать об этой теме, то, я боюсь, у нас не будет конца. Сейчас много литературы, которая говорит о том, что сознание человека не исчезает со смертью тела. Есть множество фактов, которые свидетельствуют о том, что это сознание человека или душа человека может в отдельности от тела общаться с окружающим миром. Причем эти факты чем замечательны, что этот характер общения подтверждается абсолютно точно. Например, душа человека, который находится в летаргическом, например, допустим, сне, как говорят, по крайней мере, о котором уже говорят, что он уже, кажется, умер, в это время он общался с людьми, находящимися на значительном расстоянии отсюда, и затем, после того, как он вернулся к жизни, он, разговаривая с теми людьми, увидел, да, то, что он слышал, и то, что он видел, он, то есть его душа, оказалось точно имеющим место. Таких фактов много. Невольно вспоминается замечательная фраза нашего известного философа, марксиста в свое время, политолога, атеиста, который затем обратился в христианство, через какое-то время стал даже священником, окончил свою жизнь уже в Париже, поскольку был выслан в 20-е годы. Я говорю о Сергее Николаевиче Булгакове. Он написал замечательную строку: «Гора религиозных фактов полностью закрывает холм скептицизма». Сейчас, конечно, мы не будем касаться этих доказательств и приводить сами факты и литературу о существовании души. А вот если мы примем это как факт, с христианской точки зрения, это одна из истин веры, то действительно возникает вопрос о том, что происходит с человеком, что такое душа выходит из тела, с чем встречается личность человека. Ведь самая суть этого факта, я говорю, смерти и разлучения души с телом, заключается в чем? Что личность человека остается целостной, незыблемой, остается в ней осознание всего того, что совершено в жизни. И в соответствии с этим христианство описывает, что может происходить и происходит с душой человека, который покинул тело. Я вот не могу не привести одного интересного рассказа, который встречал у Владимира Сергеевича Соловьева, нашего русского известного философа конца XIX века, в его 3 разговорах. Там он приводит случай о том, как тонул генерал. Не адмирал, конечно, ясно. Адмирал не может тонуть, сами понимаете. Весельчак, такой человек в пирах, никем не побежденный. Но его выловили, откачали и, немножко удивлялись, а, в общем-то, все понимали. До этого этот весельчак и балагур очень изменился. Стал серьезным просто человеком, задумчивым, и поднимал вопросы, которые действительно касались самой сути жизни, в частности, ее смысла. Все это понимали. Человек пережил смерть. Все понятно. Но потом-то что оказалось? Оказалось другое. Однажды он все-таки рассказал. Говорит, за ту минуту или те, 2-3 минуты, когда уже, кажется, все видели, что он мертв, фактически почти мертв,
Я пережил всю свою жизнь. С самого возраста детского, насколько у меня, так сказать, память воскресила события этой жизни, до этого данного момента. Эта жизнь прошла, причем не со скоростью света, прошла не так, как кажется, что тут всего какие-то 2-3 минуты, ничего подобного. Она прошла так, как будто я вновь жил. И он, конечно, понял, как он говорил всем, я, наконец, понял, что такое эта жизнь, которая сейчас, кажется, кипит, через мгновение ее нет. При этом я не просто пережил все эти состояния мучения, подчас просто страха и отчаяния, но и другое возникло. Он, конечно, понял, что есть другая жизнь. То есть не другая, а именно продолжение этой земной жизни. Это, можно сказать, это литературный сюжет. Но дело в том, что это сюжет-то, он просто это оформил в этом сюжете громаднейшую совокупность фактов, говорящих об этом. Алексей Ильич, вот мы говорим о посмертной жизни души после смерти человека, а вот когда настанет страшный суд, это будет что-то другое, чем вот сейчас, допустим, человек умер, у него был какой-то частный свой суд, да, и он сейчас пребывает либо в раю, либо в аду. Вот после страшного суда что-то изменится в загробной жизни? Судя по тому, о чем говорит Откровение, история человечества заканчивается этим судом. Кстати, понятия страшного суда, по-моему, и даже в Священном Писании нет. Есть судный день, это последний суд и так далее. Заканчивается. Этим самым просто показывает, что будет конец. Просто будет конец, он будет. И вот его назвали вот этим вот последним судом. Последним почему? Потому что изменение, оказывается, духовного состояния происходит в силу молитв, вот, в силу подвига тех, кто молится за них. Да. Вот этот процесс идет. И он, видимо, имеет свой предел в каждом человеке. В каждой душе человеческой есть предел. И вот этот предел, он оканчивается как раз вот этим последним судным днем. Причем не надо думать так, ах, вот там целые тысячелетия, может быть, были, когда человек мог измениться. Нет там времени, там вечность. Генерал тонул 2 минуты, а перед ним прошли его все 40 лет с лишним. Там совсем другие категории. И поэтому здесь даже в последний день, при трубе, пришествие Христова, для нас кажется миг. По земным меркам миг. По меркам вечности – вечность прошла. Вот так. Так что здесь уже завершается история становления всего человечества, каждой души. И уже происходит воскресение в полном соответствии уже с тем состоянием души, которого она достигла на данный момент. Какое это будет состояние? Да не подумают, что одно и то же у всех. Что, думаете, такое же состояние будет у правого разбойника и у Божией Матери, что ли? Ну, конечно, нет. Апостол Павел пишет об этом. «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды, разница во славе». Вот как. Почему земная жизнь имеет огромнейшее значение. И что бы, тот человек получает золотую медаль, а то он на 21-м месте. Ну, спасибо, да, вы неплохо выступали, конечно, но... Или как на войне, то герой получает звание героя, а то, глядишь, какую-то медалишку получил тоже. Есть разница. Это хороший образ и подобие. И там будет разница. Вот так. Так что здесь последним судом оканчивается история человечества. Но интересует же вопрос,
что происходит с душой после смерти тела. Если мы посмотрим, что рассказывал ангел преподобному Макарию Александрийскому, то это уже, может быть, даже и еще более интересно. Он, в частности, описал следующее, что, оказывается, душа после смерти в течение первых 2 дней, 2-3, вот так, не может еще оторваться от этого мира. Ну, естественно, она же привязана и к телу своему, и к своим родным, к своим знакомым. Подчас обращается к тем местам, где ей было очень интересно побывать или где бывало. Но это продолжается очень долго. По меркам земной жизни всего пару дней. Потом, как рассказывал этот ангел преподобному Макарию, душа предстает Богу. Как написано, для поклонения. Что это такое, не объясняет нисколько. Но говорит дальше, что владыка, то есть Бог, определяет ее своим слугам с тем, чтобы они показали душе рай. Что это такое? И вот в течение последующих 6 дней, повторяем, 6 дней земных, там нет времени. Но если, так сказать, мы пытаемся перевести, в течение 6 дней душа знакомится с тем, что называется рай, или Царство Божие, или небо, ну, как хотите. Она видит и ту красоту, это прежде всего именно красота, которая поражает человеческое сознание. Видит святых, переживает в какой-то степени то блаженство, в котором находятся насельники рая. И он дальше пишет, интересно. Все так и думают, что только он там переживает в душе. Нет. Уже здесь, а оказывается, начинается своего рода экзамен. Он оказывается перед лицом того, что именуется добродетелью или добрыми качествами, перед лицом любви, правды, милосердия, терпения и так далее. И видит и реакция. Реакция, ой, какая бывает разная, смотря от того, к чему человек стремился. Если действительно у него все-таки какие-то были в душе позывы к тому, чтобы относиться к людям по-человечески, как мы бы сказали, со снисхождением, великодушием, с милосердием, то действительно ему эти переживания доставляли радость. Но когда человек находился в совершенно другом состоянии, то здесь его душа чувствовала протест против этих, ну, скажем так, добродетелей. Именно протест, отторжение, нежелание и уйти от этого. После этого ангел говорит, душа предстает Богу в 9-й день на поклонение, и владыка определяет на то, чтобы душа познакомилась с другой сферой жизни. Понятно какой. Инфернальной, то есть демонической, адской. Интересно, что если на обители рая отводится всего, 6 дней, то здесь уже отводится 30 дней. Интересно, правда же? Видимо, насколько в нас меньше добра, чем зла, с которым нам надо познакомиться как раз более основательно. Но самое интересное это что все это представляет не как зло, а как искушение. Об этом пишет святитель Феофан Затворник. Как именно искушение. В каком смысле искушение? Как рыбку ловят на червячка, так и здесь
Зло не предстает обязательно в таком отвратительном виде, а предстает в виде соблазнительном. Святитель Феофан говорит, что здесь уловляется как бы душа. Она видит это, кидается на это, а тут, как он пишет, тут и рада стараться, и хватают ее. Скажите, пожалуйста, вот очень часто, разговаривая с людьми, даже верующими, которые не отрицают ни ад, ни рай, ни существование души, можно услышать от них такую фразу: в этой жизни, а то, что будет там, я не знаю, и мне, в общем-то, безразлично то, что будет потом. Важно вот сейчас, сиюминутное что-то такое, у каждого свое, родственники, там, дети, карьера, а дальше как-то их мало волнует о том, что будет дальше. В чем причина вот такого отношения к своей жизни и к душе? Есть такое понятие, как окамененное нечувствие, которое равносильно смерти. «Равви, можно я прежде пойду и похороню отца своего, и потом приду, пойду за тобой? Пусть мертвые погребают своих мертвецов». Вот это окамененное, то есть каменное, нечувствующее. Вот это, оно может быть в человеке. Наступает оно, конечно, постепенно. И каким образом? Когда мы, начиная с малых, даже незначительных вещей, поступаем против совести. Все же это действует постепенно, угошается. Поэтому апостол пишет о сожженной даже совести. Можно окончательно сжечь совесть. Но это процесс, еще раз говорю, постепенный. И человек, который не наблюдает за своей совестью, то он может прийти к такому состоянию. И это, конечно, состояние бедственное. Антоний Великий пишет о другой стороне, очень интересной. Он пишет, если человек живет, переведу на современный язык, правда, это лучше же, по-божески, то она и соединяется там, естественно, становится единой с Духом Божьим. Как люди сходятся единодуховные, единодушные. Если же она живет вопреки совести, то есть тому, что говорят заповеди Божьи, если она живет таким образом, то дальше он произносит интереснейшие слова, которые важно знать всем, кто имеет хоть капельку веры. То она соединяется с демонами-мучителями. Подобное соединяется с подобным. Но оказывается, все то, что называется грехом, что называется страстями, повторяю еще раз, страсть, страдание, оказывается, вот что происходит в соединении с демонами-мучителями. Оказывается, это мучители, это мучение. Оказывается, там, по смертном существовании уже души, страсти, которые здесь у нас, в общем-то, закрыты телом, прикрыты, которые нас не мучают, когда мы заснем, когда отвлечемся. Мало ли. В общем, одним словом, тут они живут еще не в полную меру. Там уже нет никаких ограничений, никаких темных уголков. Там царство света. И он пишет, там страсти в 1000 раз сильнее начинают действовать, чем здесь. В 1000 раз. Тот, кто что-нибудь переживал, например, сильнейшую зависть, например, или сильную ненависть, неважно, какие страсти, знают, что это такое, какие страдания приносит это человеку. Так? Но здесь мы все-таки, они так постепенно прикрыты, затухают, может, вообще затухнут. Там все открыто, никаких сдерживающих начал. И вот здесь начинается действительный ад. Вот это соприкосновение с миром инфернальным в церкви так традиционно называется прохождением через мытарство.
Оказывается, здесь что происходит? Второй экзамен. Первый экзамен на добро, так, каковы у тебя стремления к этому? Второй экзамен на зло. В какой степени ты жаждешь этого и уже начинаешь переживать всю ту прелесть в кавычках, которые дают человеку страсти. Так, после этого, 40-й день, душа вновь предстает перед Богом. И дальше уже определяется после этого ее, так сказать, сфера пребывания. Где же она все-таки? Куда больше? Где больше склонность? Туда или сюда? Кстати, обратите внимание, разбойник правый, ну ясно, кровопивец. Ничего он не сделал положительного, ничего, покаялся. И какие слова получил? «Сегодня же будешь со мною в раю». Не через 40 дней, а сегодня же будешь в раю. Этим самым Христос показал, как, наверное, мы можем предполагать, потому что иначе другого объяснения невозможно дать. Оказывается, что человек, который искренне кается, искренне смиряется, видит себя недостойным действительно неба, а оказывается, спасается без переживания вот этого состояния мытарств и ада. Алексей Ильич, вот на примере разбойника, он всю жизнь жил грешной жизнью и в конце своей жизни покаялся и соединился как бы с Богом, то есть в раю. Вот. Но почему же тогда не может быть такого, что человек после смерти, уже увидя, при встрече с Богом, то есть видя всю красоту рая, всю великую милость и любовь Божию, он не может также искренне покаяться и измениться именно уже после смерти и соединиться с Богом все-таки, а не с демонами-мучителями. Почему все-таки вот святые отцы так часто говорят, что душа после смерти статична, а не динамична? Да, утверждение совершенно четкое. Уже поздно. Экзамен окончен. Уже поздно. Человек познается в беде, а не за праздничным столом. Во время жизни ты можешь здесь показать, не зная ни ада, ни рая. Ты можешь верить в это, что есть ад и рай. Можешь не верить, но здесь ты уже свободно избираешь голос совести или противный голос. Это представляет ценность, твой нравственный выбор. Человек – это его воля. И вот здесь ты показываешь, кто ты. А когда все открылось уже, тогда уже нечего выбирать. Тогда уже все окончено, все уже ясно. Ты уже перед лицом, конечно, перед лицом страха, но это твое нет никакого нравственного выбора. А на земле он есть. Повторяю, почему? Потому что мы не видим ни того, ни другого. В том-то и величие, я бы сказал, и земной жизни, что здесь человек абсолютно свободен в выборе добра и зла. Там уже ни о каком выборе речь не идет. Там уже он все, там налицо.